Здравствуйте, дорогие друзья, и добро пожаловать на мой канал Nordic Balance. Меня зовут Виктория Андерсон, я диетолог, нутрициолог, и на моем канале мы говорим о здоровом образе жизни, о здоровье в целом. Друзья, сегодня я хочу с вами поговорить об очень важной теме, о теме желчного пузыря и камнях в желчном пузыре. Тема эта очень сложная. Я не являюсь врачом, но так как я работаю с людьми и со мной работают тоже многие врачи, я читаю множество различных научных статей на разных языках и изучаю многие причины заболевания, и в том числе потом мы их обсуждаем с нашими врачами, рассматриваем анализы и так далее. Я сегодня хочу вам рассказать очень просто, или, как скажите, примитивно, какие проблемы бывают с желчным пузырем. Итак, вы должны понимать, что желчный и печень – это два самых верных друга. То есть это, как понимаете, да, мы с Тамарой ходим парой. Печень вырабатывает в течение суток около 600 мл желчи, а желчный пузырь – это такой маленький мешочек с объемом где-то 70-80 мл. И в этом маленьком мешочке желчь, выработанная печенью, концентрируется до 20%. Потом, когда мы с вами съедаем какую-то пищу, наполненную жирами, к примеру, да, эта пища попадает к нам в желудок, где с помощью кислоты, то есть нашего желудочного сока, происходят пищеварительные процессы. Затем наша пища попадает в тонкий кишечник, и где все наши витамины жирорастворимые начинают всасываться. А какие это жирорастворимые витамины? Да? Это витамин А, это наше зрение, это наша кожа. Витамин D – это наша центральная нервная система, это наша также кожа, это волосы, это ногти, это кости. Витамин Е – это наше сердце. И витамин К – это транспортировка нашего кальция. И потом уже из тонкого кишечника все остальное приходит в наш толстый кишечник. Но как же образуются эти самые камни в желчном? Так вот, друзья, сейчас я вам расскажу. Попытаюсь, опять же, очень просто. Да? Холестериновые сгустки, они образуются в такие некие холестериновые уплотнения. И потом образуется песок. Эти песчинки соединяются между собой и образуются камни. Теперь я расскажу так, в мультиках. Представьте себе, что вот эти самые холестериновые уплотнения – это такие непослушные дети. И вот если на этих детей не обращать внимания, то эти дети, подрастая, попадают в какую-то плохую компанию, потом они попадают в какую-то группировку, потом в какую-то банду, и все это заканчивается очень и очень печально. То же самое происходит и с нашими процессами в желчном. За порядок в нашем желчном отвечает именно хорошей, нормальной консистенции наша желчь. Если ее будет много, или ее будет мало, или она будет густая, то тогда и наш холестерин образует эти самые маленькие бандитские группировки, которые мы назовем камнями в желчном. Камни в желчном способствуют препятствию выхода желчи из желчного пузыря, а из-за застоя желчи в желчном пузыре стенки желчного делаются такие, знаете, неэластичными. Они теряют свою эластичность из-за солей. Это большая концентрация нашей желчи имеет соль. И стенки не делаются не такими эластичными. И, естественно, нам врачи рекомендуют просто-напросто удалить желчный пузырь. Какие бывают симптомы? Это прежде всего плохое пищеварение, проблемы с пищеварительной системой, это вздутие живота, это газы, да, это непосредственно запоры, диарея. Всему этому нужно обязательно уделить внимание. Еще такой симптом: у вас может появиться боль под правым ребром, ниже грудной клетки, да. И еще очень важно, обратите внимание, чтобы у вас не было боли в правом плече, которая отдает в шею и идет прям как в голову эта боль. Вот понаблюдайте за собой.
Ну, а что приводит к проблемам нашего желчного и камням в желчном? Это, конечно же, безжировые диеты. Если вы питаетесь какой-то куриной одной грудкой и экономите на всех жирах, то обязательно у вас, ваш организм вас спросит: ну а зачем мне нужна желчь, если мне нечего, как бы нет жира, для чего это нужно, да? Потом высокое количество эстрогенов. Наши дорогие девочки, которые принимают с раннего возраста противозачаточные таблетки, это тоже может повлиять на образование этих камней. Ожирение печени, дорогие мальчики, те, которые злоупотребляют пивом, будьте осторожны, тоже приводит к возобновлению или образованию этих камней. Инсулин, высокий инсулин, он получается в нашем организме как? Из-за плохих жиров и сахаров. И кортизол, высокий уровень кортизола тоже способствует образованию камням в вашем организме. Дорогие друзья, что же делать? Какая профилактика может быть? Как предотвратить эти болезни? Ну, прежде всего, я вас всегда призываю сходить к врачу. Сходить к врачу и сдать анализы. Сделать, прежде всего, УЗИ печени и желчного пузыря. Сдать общий анализ крови. Сдать биохимический анализ крови. Сдать свою желчь на проверку. Проверить ее консистенцию. Вот. Ее же желчи не должно в нашем организме быть много или мало, потому что должен быть именно этот соблюдаться баланс, и консистенция должна быть нормальной. Ну и, конечно же, обратите внимание на свое питание, сбросьте лишний вес, если у вас он есть, и сбалансированно питайтесь, добавьте больше клетчатки, овощей и стройнейте. Ну, можете также добавить в свой рацион еще алахол, после еды попейте, опять же, после консультации с врачом, да, и ox bile. Это говяжья желчь, которая тоже может вам улучшить ваше состояние. И еще я вас всех очень-очень прошу, вы знаете, я работаю с людьми со всего мира. И многие, особенно женщины, которые, где бы то ни жили, в Америке или в Дании или в Швеции, возвращаются на родину, в отпуск, к примеру, они сразу же бегут, делают обследование всего организма. И знаете, как очень часто бывает так, что приходишь к врачу, и они тебе сразу же ставят какие-то диагнозы. Они тебе сразу говорят: вот, у тебя того нет, или тебе это нужно сделать, или это тебе нужно удалить и так далее. Это все равно как машину привезешь на сервис, станцию техобслуживания, да, и они тебе всегда что-нибудь скажут: ой, у тебя фильтр там нужно поменять, или в машине, не знаю, там в air condition тоже что-то нужно добавить, или, в общем, всегда что-то найдется. Поэтому я вас всех прошу, после того, как вы сделаете диагностику у себя на родине, приедьте, потратьте время, сдайте анализы в той стране, где вы живете. И, не знаю, поставьте, если у вас будет какой-то диагноз, проверьтесь еще одного врача. У меня была одна такая девочка, которой удалили желчный пузырь только из-за того, что у нее был один камушек в 0,5, ну, то есть вообще малюсенький, понимаете? И она бы могла спокойно жить, и можно было бы этот камушек вытащить каким-то другим образом, да, там лазером. Есть же море всяких сейчас решений. Не обязательно сразу же отрезать. Мы рождены со всеми органами. Природа нам зачем-то все-таки их дала, значит, они нам нужны, и поэтому давайте их беречь. И помните, что ваше здоровье только в ваших руках. Если вы о себе не позаботитесь, никто о вас не позаботится. Пожалуйста, дорогие друзья, будьте здоровы, кушайте вкусно, красиво, стройнейте и следите за своим здоровьем. Я надеюсь, что это видео было вам понятно, как я могла в картинках рассказать, и полезно. Еще раз призываю вас следить за своим здоровьем. Всех вам благ. И с вами была сегодня любящая вас всех Виктория. До новых встреч. Пишите ваши комментарии, подписывайтесь на мой канал, задавайте вопросы, и мы с вами будем разбирать новые и новые темы. Жду вас всех. До новых встреч. Пока!